Здравствуйте, мои дорогие любители бухашечки. Все мы с вами любим отдыхать. А для тех, кто еще любит выпивать во время отдыха, мы решили с ребятами снять, собственно, какую-то серию видео, в которой я буду рассказывать про коктейли и показывать, как их готовить, в том числе и дома, и легко, и без вот прям вот это вот все вам особо не понадобится. Я расскажу какие-нибудь фишечки, которые облегчат это все дело. Вот. Сегодня у нас на очереди коктейль, с которого, в принципе, началась культура коктейлей, и какое-то время он назывался даже этим словом коктейль. Всеми нами известный Old Fashioned. Его история началась еще в начале 19 века, то есть первые упоминания где-то о нем вот, приблизительно вот в те годы, там, 1806 год. Это просто какой-то крепкий алкоголь с водой, сахаром и битерами. В качестве битеров в то время выступали какие-нибудь микстуры из аптеки или все что угодно. И так как алкоголь в то время был не то чтобы сильно хорошего качества и достаточно крепкий, а льда не было, ну, вернее он был, но он был очень дорогой на то время, то есть тогда использовалась просто вода, но потом в качестве какой-то эволюции этого напитка стали использовать лед, потому что он стал дешевле и как бы понятное дело, что приятнее пить холодный напиток, чем какое-то теплое, крепкое пойло. Что, давайте, собственно, приступать. Нам понадобится сахар. Я взял тростниковый. Можно взять обычный, либо сварить сахарный сироп. Просто 1 к 1 сахар с водой. Но мне больше нравится такой более аутентичный какой-то вариант, приближенный к тому, как его делали когда-то. Затем мы берем битеры. Если их нет, можно, как я и говорил, просто взять какую-нибудь настойку, хоть беловежскую, не знаю, какую угодно, и просто вот буквально чуть-чуть, пару капель для аромата. Также я использую апельсиновый битер, это тоже опциональная вещь, просто для более богатого вкуса. Затем, чтобы это все хорошо мешалось, если, опять же, мы не используем сахарный сироп, а просто используем водичку, мы ее добавим. Нужно это немножечко размешать, потоптать. Если есть какие-то типа толкушки деревянненькие или что-то такое, нам это пригодится. Или, в принципе, любой предмет плоский, которым можно это делать. Газированная вода нужна для того, чтобы все это быстрее размешалось. Я использовал боржоми здесь, можно использовать не минеральную, а просто газированную воду. Это абсолютно без разницы. Вот, то есть мы его немножко размешали, у нас получился такой импровизированный сироп с битерами. Итак, переходим к нашему главному виновнику. Это, собственно, американский виски, бурбон. В принципе, для Old Fashioned можно использовать любой крепкий алкоголь. И, как я уже говорил, ранее как бы это был способ употребления крепкого алкоголя, чтобы его минимально разбавить и сделать более подходящим к употреблению. Соответственно, мы можем использовать хоть водку, хоть что угодно. Просто так как-то повелось, что в американских провинциях, где пили бурбон, а в то время больше даже был распространен ржаной виски, собственно говоря, и как-то это укоренилось в головах, что нужно делать именно с ним. Затем берем лед, кладем его в наш стакан. Я это делаю руками, извините, мы не в заведении, и пить это буду я. Вот. И берем ложку, собственно говоря, и все это тщательно перемешиваем, чтобы наша жидкость обводнилась, стала как бы, ну, не просто крепкий алкоголь мы пили, а что-то уже более похожее на коктейль. То есть сейчас добавится водичка, это станет холодненьким. Мешать нужно до той степени, когда вот вы видите, когда бокал уже так начинает покрываться таким как бы инеем, когда в принципе рука начинает чувствовать, что он достаточно холодный. Понятное дело, что все это варьируется и зависит от толщины стекла и тому подобное, поэтому я не могу сказать вам, сколько конкретно в секундах это нужно делать. Как-то так, можно добавить еще льда.
В заведениях обычно делают, берут какой-нибудь смесительный стакан, насыпают туда лед, перемешивают всю эту смесь там и выливают уже в охлажденный бокал, в котором большой куб льда. Мы на лед это выливаем, но у меня, к сожалению, льда крупного не нашлось, поэтому делаем так. И последний штрих, он тоже не то чтобы сильно важен, но я предпочитаю делать так. Мы берем апельсин, берем вот пилер какой-нибудь или нож или что угодно и снимаем кожуру с этого апельсина. Можно это сделать прямо над бокалом, чтобы эфирные масла шли на него. Затем мы спрыскиваем вот так немножко. Делаем вот так и кладем его внутрь. Для чего нужно это? Чтобы, когда мы пьем, вот я беру бокал, подношу его к носу, и у меня аромат от апельсина идет в нос, а это, соответственно, тоже влияет на вкусовые рецепторы, восприятие коктейля и тому подобное. То есть добавляет, опять же, какую-то дополнительную сложность. Классных выходных, ребят. Встретимся в следующих выпусках.